Сообщение товарища Ленина о переговорах по радио с Бела Кун. Товарищ Бела Кун хорошо знаком был мне еще тогда, когда он был военнопленным в России и не раз приходил ко мне беседовать на темы о коммунизме и коммунистической революции. Поэтому, когда пришло сообщение о венгерской коммунистической революции, и притом сообщение, подписанное товарищем Бела Кун, нам захотелось поговорить с ним и выяснить точнее, как обстояло дело с этой революцией. Первые сообщения о ней заставляли несколько опасаться, не было ли обмана со стороны так называемых социалистов или социал-предателей. Не обошли ли они коммунистов, тем более все сидели в тюрьме. И вот на другой день после первого сообщения о венгерской революции я послал радиотелеграмму в Будапешт, прося Бела Кун прийти к аппарату, задавая ему вопросы такого рода, чтобы проверить, он ли сам присутствует, и спрашивая его, какие реальные гарантии имеются относительно характера правительства, его действительной политики. Ответ, который дал товарищ Бела Кун, был вполне удовлетворительный и рассеял все наши сомнения. Оказалось, что в тюрьму к Бела Кун пришли совещаться об образовании правительства левые социалисты. И только эти левые социалисты, сочувствовавшие коммунистам, да еще люди центра, образовали новое правительство, а правые социалисты, социал-предатели, так сказать, непримиримые и неисправимые, совсем ушли из партии и ушли, не взяв с собой никого из рабочих. Дальнейшие сообщения показали, что политика венгерского правительства была самая твердая в коммунистическом направлении. Настолько, что если мы начали с рабочего контроля и лишь постепенно переходили к социализации промышленности, то Бела Кун своим авторитетом, своей уверенностью в том, что за него стоят громадные массы, мог сразу провести закон о переходе в общественную собственность тех промышленных предприятий в Венгрии, которые вели к капиталистическому. 2 дня прошло, и мы вполне убедились в том, что венгерская революция сразу, необыкновенно быстро стала на коммунистические рельсы. Буржуазия сама отдала власть коммунистам Венгрии. Буржуазия показала всему миру, что когда наступает тяжелый кризис, когда нация в опасности, буржуазия управлять не может, и есть только одна действительно народная, действительно любимая народом власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Да здравствует советская власть в Венгрии!